плотных. Сделала такую позицию. На обед у меня гречневая каша с курочкой.
Как-то неожиданно день завершился. Вот я хожу, работаю, пилю, ищу ветки подходящие. А потом чувствую, пить хочу, устала смертельно. Смотрю на время, опять вечера уже. Неудивительно. Так что поставила воду кипятиться. Чтобы попить, надо вскипятить воду. Ну, потом, если время останется, еще, может, ветки пособираю, похожу. А так, в общем-то, солнце клонится к горизонту, вернее, к вершинам, верхушкам противоположных гор. На ужин у меня опять гречка с последней куриной ножкой. Я прокипятила, проварила все это дело. Сейчас буду трапезничать. Сразу 2 баклажки воды принесла. Надолго хватит. Так. Спальник. Доброе утро, друзья. Стандартно просыпаюсь в 7:30. И дома так просыпаюсь сейчас. И здесь. Прям вот как часы. Ну, плюс-минус там 5-10 минут. Ну, так вот, 7:30 примерно. Ой, здорово. Что хочу сказать. Вот, сегодня получается уже 3-й день. 2 ночи я переночевала. И эти ночи, вообще все это пребывание намного мне комфортнее и легче дается, чем предыдущий приезд. Там вот я в палатке жила. В палатке все равно не тот комфорт. И какие-то ощущения, ну как-то немножко где-то так слегка тягостно было. А сейчас нет. Чувствую себя вообще уютно, комфортно, как дома. И спать очень-очень тепло, хотя по ночам +5, +6 градусов по прогнозу. Но спать очень тепло. Вечером вообще мне жарко, я раскрываюсь. Ну, к утру такая легкая зябкость. Но опять же, у меня вот эта подкладочная фольгированная ткань. Я ее раз
И все, мне опять жарко. То есть нету даже вот какой-то там... То есть не мерзну вообще. Очень мне хорошо, тепло. Единственное, зябковато, это вот утром я сейчас вылезу со спальника, буду ходить тут, что-то делать, и вот немножечко такая стадия зябкости будет, пока огонь не разожгу. Ну, это такая приятная стадия. Ой. Как хорошо. И вот сейчас птички уже почти не поют, а вот когда только-только рассветает, вот еле-еле так сереет небо, вот они тогда максимально поют. Ну, мне лень снимать звук, я такая сонная еще. Вот они начинают прям петь, 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 петь. Я очень довольна своим укрытием, всей этой атмосферой, лесом. Вообще это непередаваемое ощущение, вот так просыпаться в лесу. Одна в лесу, лишь звуки птиц, иногда зверей. Там косуля протявкает. А иногда такие странные звуки. Я даже не знаю. Может, какие-то животные. Ну, вообще не знаю, что это за звуки. Может, какие-то животные, которых я вот не знаю. Их звучание. И они так вдали. Я прислушиваюсь, и такие звуки. Кто? Непонятно. Вот даже сегодня такой какой-то вот... Ну, в моем уме нарисовалась картина, что это какое-то животное, детеныш звал свою маму. Не знаю. Хотя кто это, что это. Посмотрим, будет ли сегодня солнце. Пока еще рано. Ну, как будет, собственно говоря. Я-то ничего с этим не сделаю. Вот такое утречко, 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 утречко. Надо вставать, заниматься делами. Под крышу заложила немножко сухих дровишек. И вот, пожалуйста, с утра никаких проблем. А то вчера мучилась утром. Дрова были мокрые, прям вот вообще влажные-влажные. Утром, видать, роса. И все очень мокрое было. Растения, дрова. А сухие, хорошо, что я не поленилась, сделала это. Теперь сама себе благодарна, что позаботилась сама о себе. Все. Скоро будет завтрак. Какой у меня шикарный завтрак. Во-первых, я не доела вчера на ужин гречку. Вот доем мюсли, чай и хлеб черный с салом. Ну вообще. Наверное, скажут, вот это ты жрешь, Танюха. Ну, на самом деле, тут совсем всего по чуть-чуть. Так, ну, и мюсли чуть-чуть я заварила. Ну, и сало утром с хлебом. Во. Так, светит солнышко. Оставляю укрытие. Иду к старому укрытию. Еще принесу чего-нибудь. Там много всего. Достала с тайника. Трубы мы сюда с Жекой приносили. Нормально пролежали. Отлично все. Мусор забираем. Кстати, у многих может возникнуть вопрос, почему я не ленюсь, фиг знает куда идти, чтобы вот забрать вот эти отпиленные ветки. Типа что, там не могу напилить? Реально там уже проблема. Вот с такого диаметра ветками там проблема, их просто нет. Я там уже все облазила. А тут мало того, что нужного диаметра, так еще и отпиленные. Поэтому решила прогуляться. Это проще, чем там обходить буквально большие расстояния в поисках какой-то упавшей ветки. Вот такие проблемы на местах. Казалось бы, лес, но в одном месте на самом деле упавшего мало. По лесу много, а в определенном месте мало.
Маленький трупик. Я не люблю снимать трупы животных, но я не видела еще. Это, наверное, кротик. Кто еще? Сниму, потому что я не видела таких животных пока что. После такой вылазки минут 10, 15, 20 отдыха мне надо. Что я в этот раз от жадности, понимая, что туда больше не пойду, ухватила все, что можно и нельзя. Фух. Все, больше туда не пойду. Так. Снова отойти. Зато какая кучка напиленных, еще хороших, плотных чурбачков. Супер просто. Елочки. Главное не принести оттуда клещей. Та зона самая клещевая была. О, и так весь грязный. Трубу приносила, думала, печку буду в каменном домике делать. И заодно оставила в трубе моток веревочки. Ура, у меня-то заканчивается. Я надеялась, что это есть веревочка. Так что попила водички и валяюсь. Когда работаешь, тут главное не только работать, но еще и отдыхать. Иначе, если ты не отдыхаешь, то ты не сможешь и работать. Должен быть баланс отдыха и работы. Лежу, рассматриваю свое укрытие. И смотрите, поначалу я как густо ветки укладывала. А потом реже. Здесь еще реже. Но здесь я, конечно, еще буду докладывать, а то это слишком редко. То есть вначале мне казалось их много, я укладывала так хорошо. А потом я поняла, что их мало. Вот именно вот таких обычных веток, оказывается, очень мало. Хотя, когда приходишь на место, кажется, ой, да тут валом стройматериала, ой, прям очень много. Немного, мало. Так походишь, я уже все облазила. Причем туда метров 200, туда. Только в гору еще не лезла. Возможно, и в гору придется лазить. Кстати, просыпаюсь утром, встаю, а тело такое разбитое. Замученная, ломота во всех, так сказать, суставах, мышцах. Вот. И потом расхаживаюсь, разминаюсь, спинку разминаю, шею, суставчики, все руки. И потихонечку прихожу в себя. Вот сейчас марш-бросок сделала, и вообще уже разбитости нет. В общем, разбитость тела лечится трудотерапией. Ну, в общем, отдохнула, еще попью водички. И сейчас будет очень длительный процесс, который я даже снимать не буду, потому что что там снимать? Я просто буду вот это ходить тут кругами, вот везде, куда только можно, и собирать ветки. Вот и все. Вот такая будет работа. Буду ходить и собирать ветки, и таскать их сюда, таскать, кучу натаскаю, и тогда буду только привязывать, уже крепить и заниматься дальше крышей. Кстати, крыша-стена по системе Танюхи Гордеевой. Это я сама придумала, не знаю, в голову так вот пришло, да и все. И то есть идет слой веток, потом спанбонд, потом пленка. Спанбонд почему я стелю? Потому что я ветки, в общем-то, не всегда топориком обрабатываю, могут быть там какие-то сучки, а спанбонд защищает пленку от сучков, от всего. Ну и вообще крышу прочнее со спанбондом. В общем, ветки, спанбонд, пленка, снова слой веток. Почему потом еще идут ветки? Потому что потом идет слой мха,
И мох должен за что-то держаться. Он держится вот за эти ветки. Плюс между веток я сыплю листья, чтобы какое-то питание мху было. Чтобы он не умер, там не высох, а жил дальше мох. Мне же надо, чтобы крыша была зеленая, красивая. Вот такая система мне пришла в голову. Такая самая на женские силы. То есть, допустим, таскать все время такие бревна, допустим, и на склон их укладывать. Во-первых, я задолбаюсь их пилить, задолбаюсь их таскать, и, конечно же, мне не по силам их поднимать на самый верх. Это, ну как, не по силам. А вот ветки по силам. Да, долго искать, но зато по силам. Все, пошла. По прогнозу погоды, сегодня, завтра, послезавтра возможен дождь, если прогноз погоды не изменился. Но вот уже солнце скрылось, небо покрылось облачками, тучками, и поэтому не буду валять дурака. Прежде всего сделаю склон, под которым я сплю. А то будет сюрприз, дождик среди дня, а мне и спрятаться-то негде. Не, у меня, конечно, есть тент, я всегда могу накинуть, но лучше сделать крышу. Называется, подставку волоку. Иначе до конька крыши не достану. Фух. В общем, чтобы я достала до конька, мне нужна подставка. Мне тут все разложено. Барахло. Как бы тебя... Как она? Ага. Если что, туда-сюда. Ага. Эти веточки на веревочках. Это такой способ. Я отсюда не могу подвязать веревки, а мне надо вот к самой верхней ветке подвязать. Я с изнутри подвязывала, а сюда перекидывала с помощью вот этих веточек. Такая система. И теперь все здесь с помощью веточек доставлено куда надо.
к остаткам веревочек опять же привязываю веточки и перебрасываю на ту сторону. Как раз верхние ветки я смогу затянуть с той стороны. Кусок готов, но надо обедать. Ну, я спанбонт убрала с лежанки, поэтому каремат не стоит пилить, иначе я все тут прорву. Ну, я же с утра ходила за этими чурбачками, я же не просто так ходила. Сейчас я вот эти пространства, пустоты заложу чурбачками. Так, будет супер-пупер лежанка. Очень хочу есть, поэтому надо как-то... Хотя я густо, конечно, ложу, у меня там столько нету. Ну ничего, сейчас распределю. В общем, очень хочу есть, но надо вначале сделать то, на чем я буду сидеть, лежать, а потом уже заниматься едой. Вот так вот. Опа. Хорошо их. Очень хорошо, что я пыталась унести все, что есть. Все и уйдет. Так. Кстати, когда снимаешь видео такое, часто возникает вопрос, какую сцену снимать и какую не снимать. Вот. И бывают сцены какие-то, и большинство сцен на самом деле не снимается. Ну, вот эту решила снять. Переобустройство спального места. Так. Кстати, вот сейчас я спала, у меня так все тут уже утрамбовалось как-то, и есть нужные изгибы под спину. А сейчас посмотрим, наложу новых веток, как оно будет. Так. Самый толстый в изголовье. Немножко голова повыше была. Кстати, если человек занимается бушкрафтом и во время этого действия не засыпан мусором, то, как говорится, что-то тут идет не так. Я вот лично все время засыпана мусором. Какими-то ветками, травой. Хватило веток. Да, не хватило. Оба. Фух, нормально. И теперь каремат не будет проваливаться. Все, надо готовить есть, потому что я умираю от голода. В прошлый раз я готовила такие пирожки из лаваша и картофельного пюре. Хочу повторить. Блюдо мне очень понравилось. Вкусно, быстро. В общем, и главное, необычно. И поэтому, так, знаете, ощущение праздничности какой-то, что ли. Поэтому повторю это блюдо. Только на этот раз все слеплю все, а потом буду жарить.
потому что жарить или пить одновременно это сложно, подгорает. И парочку сделаю сыром, тоже мне понравилось. Съем не обжаривая. Пока лепила, как раз нагрела запас чистой горячей водички. Оп, нагрела, накипятила. Минут по 5 кипячу. Стараюсь, чтобы всегда был полный термос воды. В этот раз пирожки получились не столь шикарные, как в прошлый раз, какие-то полуразвалины. Но, конечно, я все равно все съем. Так, этот склон от дождя, в общем-то, закрыла. Потом, если что, опущу вниз просто, закрою. Поэтому приступаю к следующему склону. Потому как хотелось бы и с этой стороны закрыться, чтобы внутрь-то не текло. Мне тут грязь не нужна. Кстати, забавно, веточки я бросала, а они через веточку висят вот. Да, и тут я что-то ступила, старалась по максимуму ветками доставать, а надо-то было сюда выводить. Теперь придется отдельно выводить. То есть работы себе добавила. Ну, опять отправляюсь на поиск. Кстати, стало прохладненько, пасмурно сегодня, мрачненько и прохладненько. Оделась, ну и пошла на поиск веток. Вот уже и дождик начал моросить, пока легенький-легенький. И я спешу накрыть второй скат. Более-менее сделала основание. Теперь идут спанбонд и пленочка. Залезла на гору над своим укрытием. Вон оно маленькое. Хочу сеть проверить. Вдруг тут сеть есть на горе. Смотрите, какие виды. Какие тучи. Красотень. В общем, работа продвигается. А я, между тем, поднялась на ту верхушку. Да, и там 1-2 единички есть. Сеть. Так что я на связи. Поболтала с Жекой. Он удивился, обрадовался. Это было приятно. Конечно, каждый день туда не побегаешь. Хотя при желании можно и побегать. Но раз в 3-4 дня можно вот так выходить на связь и делиться, так сказать, впечатлениями. Ну, в общем-то, уже 6-й час. Еще немножко поработаю. Привяжу эти ветки. И, наверное, хватит на сегодня.
хорошо, что я вчера крышу успела сделать. Надеюсь, он не будет целый день, и я все-таки поработаю сегодня. А пока валяюсь. Но еще очень рано.